Этот рецепт очень быстрый, поэтому я сразу включаю духовку разогреваться. Все продукты беру комнатной температуры. Нам понадобится 50 граммов сливочного масла. Масло я заранее вытащила из холодильника, поэтому оно достаточно мягкое. К маслу добавляю 60 граммов сахара, но если вы сладкоежка, можно взять 80 граммов. Для прекрасного аромата беру 1 чайную ложку ванильного сахара. И также добавим 1 небольшую щепотку соли. Все ингредиенты нужно смешать, и удобнее это сделать при помощи миксера. Дальше в эту массу добавляем 1 яйцо. И опять все смешиваем. Следующий ингредиент – это творог. Я беру 130 граммов. И снова все перемешиваю. Осталось добавить сюда муку. Муки беру 160 граммов. Чтобы печенье было воздушнее и нежнее, я просею ее через сито. Также вместе с мукой добавляю пол чайных ложки разрыхлителя. После добавления муки замешиваем быстрое тесто. Тесто должно получиться только слегка липнущим к рукам. Если ваш творог был более водянистый, чем у меня, возможно, вам нужно добавить еще немного муки, чтобы тесто не было слишком жидким и слишком липнущим к рукам. Если видите, что ваше тесто жидковато, муку добавляйте постепенно, чтобы не добавить лишней, и в результате печенье, чтобы не было жестким. Получившееся тесто для удобства делю на 2 части. Каждую часть раскатываю в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. А дальше придаем будущему печенью форму, которая нам нравится. Думаю, в этой части работы с большим удовольствием поучаствуют дети. Будущее печенье выкладываем на противень с пергаментной бумагой. Конечно, можно было упростить себе задачу и просто порезать это тесто, например, на квадратики или на ромбики. Но, по-моему, в виде таких интересных фигурок печенье будет более интересным. Дальше я возьму всего 1 столовую ложку молока и смажу это печенье перед запеканием вот так вот сверху. Отправляю нашу ароматную будущую вкуснятину запекаться в разогретую духовку при температуре 200 градусов Цельсия или 392 градуса Фаренгейта. Через 10 минут в духовке все готово. Жаль, нельзя передать этот аппетитнейший ванильно-сливочный аромат. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой рецепт такого печенья. Я вам рекомендую приготовить это быстрое и вкусное печенье самим и обязательно попробовать. А также рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, если этот рецепт был для вас интересен. А я, как всегда, желаю вам крепкого здоровья, только хороших новостей, мира и, как всегда, до встречи в новом вкусном видео.